Европа срывает переговоры. Покушение на Путина. Джей Ди Венс ставит жесткий ультиматум. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Охота на белорусов в Литве. Неизвестные заказчики платят за нападение. Скандал в Казахстане. Девушек под видом карьеры мечты отправляют собирать оружие на завод, который, к слову, сегодня был атакован дронами. Уитков снова летит к Путину. Может, забыл что-то? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. В Лондоне прошла закрытая встреча дипломатов США, Европы и Украины по поводу возможного урегулирования войны. Франция и Британия якобы готовы признать потерю территории Украины, по данным The Wall Street Journal. Якобы дипломаты этих стран готовы закрыть глаза на оккупированные территории, лишь бы получить мир на бумаге. То есть Россия может остаться с частью захваченных земель, а Запад сделает вид, что все в рамках компромисса. Но эта информация противоречит Reuters, которые в свою очередь публикуют о том, что США предложили ряд пунктов, которые вызвали шок у европейских союзников. И один из них именно признание Крыма частью России. Европа сразу заявила, что это невозможно. Для Евросоюза и Украины такой шаг означает фактически капитуляцию и легализацию аннексий. Другой спорный момент – предложение ослабить или снять часть санкций с России еще до окончания переговоров. Дипломаты из ЕС назвали это неприемлемым и предупредили: такой ход подорвет доверие и создаст иллюзию победы для Кремля. Источники Reuters говорят, Вашингтон опасался, что жесткая позиция Украины просто не даст продвинуться в переговорах. Речь шла о возможности заморозки конфликта по типу Корейской войны, но без официального признания победителя. Фактически все те же территории за мир, только другими словами. Владимир Зеленский тоже дал понять, признавать контроль России над полуостровом никто не собирается. Президент Украины говорит, что делегация, которая отправилась в британскую столицу, уполномочена и настроена была на обсуждение безусловного прекращения огня или частичного прекращения огня. Мы готовы к этому этапу, говорит президент Украины. Якщо русські готові до повного припинення вогню, після повного припинення вогню, з розумінням на який термін, ми готові до будь-якого формату перемовин з ними. До будь-якого. На встречу не прилетел госсекретарь США Марко Рубио. Вместо него все переговоры вел Кит Келлог, спецпредставитель Трампа. В данном конкретном случае, пока встречи в Лондоне продолжаются, он не будет на них присутствовать. Но это не заявление по поводу встреч, это заявление о логистических проблемах в его расписании. Но медиа, ссылаясь на свои источники, близкие к переговорному процессу, публикуют более развернутую позицию, или более развернутое видение ситуации. Европейский чиновник сообщил, что Рубио выразил обеспокоенность тем, что Украина может вернуться к своим прежним жестким позициям, что сделает любой прорыв на переговорах невозможным. Как вы думаете, действительно ли прекратятся боевые действия в Украине в ближайшее время? Возможно ли достичь чего-то на таких переговорах и пойдет ли Украина на какие-либо уступки? Или Россия, допустим? Пишите свои мнения в комментариях, это очень важно. Спецпосланник Трампа Стив Уитков снова летит в Москву. Это уже его 4-я встреча с Путиным за 2 месяца. О визите сообщили практически синхронно. Сначала помощник Путина Юрий Ушаков, потом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит. По ее словам, Уитков едет, чтобы продолжить переговоры. Мы надеемся, что движемся в правильном направлении, и специальный посланник Стив Уитков снова отправится в Россию в конце этой недели, чтобы продолжить переговоры с Владимиром Путиным. В то же время другая сторона американской дипломатии угрожает выйти из процесса переговоров, если стороны не найдут согласия. Мы направили очень четкое предложение как россиянам, так и украинцам. Сейчас настал момент. Либо они соглашаются, либо США выходят из этого процесса. Мы проделали колоссальную дипломатическую работу, были на местах, старались по-настоящему понять ситуацию с обеих сторон, и украинской, и российской. Думаю, мы предложили действительно справедливый вариант. Теперь посмотрим, смогут ли европейцы, россияне и украинцы довести дело до конца. Лично я сохраняю осторожный оптимизм.
Следим и пытаемся разобраться вместе с вами в процессе переговорном, в мирном процессе, и кто будет из него выходить, а кто не будет. Пишите свои мнения, свое видение в ситуации в целом, в комментариях, обязательно очень ждем. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Путинская охрана едва не устроила международный скандал. Федеральная служба охраны обезвредила подарок для Путина, можно сказать, сорвали покушение на него. Делегация Омана хотела пронести в Кремль большой кинжал. Но откуда же знать наивным оманцам, что Путин как огня боится таких презентов? На подступах к телу делегацию задержал сотрудник ФСО. Их диалог в красках описывал кремлевский пропагандист Колесников. Не удалось оманцам донести до охраны Путина, что Путин президент РФ. И такие подарки не попытка его убить. Жуткая трагедия в одном из самых живописных уголков Индии. Туристический город Пахалгам стал ареной кровавого теракта. Группа боевиков устроила атаку, в результате которой погибли как минимум 26 человек. Большинство из них были мирными туристами. Раненые доставлены в больницы, но число жертв может вырасти. Мы обращаемся ко всем туристам, которые приезжают в Джамму и Кашмир. Не поддавайтесь панике. В регионе сохраняется спокойствие, и правительство нас поддерживает. Происшествие будет тщательно расследовано. Нам нужно оставаться сильными и едиными. Местные власти пока молчат о деталях, но масштабы трагедии шокируют. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал случившееся отвратительным преступлением и пообещал наказать виновных. Глава администрации Джамму и Кашмира заявил, что такого ужаса не было за последние годы. По его словам, атака превзошла все, что они видели прежде. Ответственность уже взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», та самая ТРФ, которую в Индии считают террористической и связывают с Пакистаном. В их заявлении, распространившемся в соцсетях, говорится, что они мстят за оккупацию Кашмира. Индийские власти не сомневаются, речь о попытке дестабилизировать регион и посеять панику. Напомним, Кашмир – давно тлеющий очаг конфликта между Индией и Пакистаном. Регион поделен, но юридически спорен, и вот уже десятилетия остается ареной для кровавых столкновений. Только с 1989 года там погибли десятки тысяч людей, гражданских, военных и боевиков. Жуткие подробности операции, о которой раньше даже не догадывались. В Литве вскрыли сеть, где за деньги предлагают нападать на белорусов, живущих в стране. Все через Телеграм и другие соцсети. Цель — запугать диаспору, посеять страх и поссорить соседей. Сценарий, как из фильма, молодых белорусов выманивают на съемки музыкального клипа, сулят легкие деньги, а на месте их уже должны ждать исполнители, которых заранее проинструктировали, кого бить, где ждать, и все это снимать на видео. Подтверждение – плата. Не снял – не получил. Уже зафиксированы попытки совершения насильственных нападений на представителей белорусской общины, проживающих в Литве. Его организаторы пытаются имитировать деятельность двух противоборствующих сил – белорусов, пропагандирующих идеологию литвинизма, и литовских групп, якобы борющихся с ними. По данным Литовского департамента госбезопасности, с 2025 года такие охотники все чаще ищут исполнителей среди русскоязычных жителей Литвы. Иногда предлагают более мягкие задачи, как то сфотографировать здание белорусской диаспоры, вывесить плакат с провокацией или передать какие-нибудь координаты. Оплата анонимная, чаще всего через криптовалюту, язык общения русский или английский, тексты на литовском, которыми маскируются заказчики, выглядят нелепо и, по сути, выдают их. Чаще всего это попытки выдать себя за белорусских оппозиционеров, но реальная цель – удар по тем, кто сбежал от репрессий Лукашенко. В Казахстане разгорается скандал. Под видом программы трудоустройства молодых женщин на перспективные рабочие места девушек из Казахстана и других стран Центральной Азии заманивают на завод по сборке боевых дронов в России. Об этом сообщает расследование с сайта Орда.kz. Программа «Алабуга Старт» обещает девушкам 16-22 лет высокую зарплату и профессиональный рост, но на деле их привлекают на производство беспилотников для войны против Украины. Условия труда тяжелые, многочисленные
многочасовые смены без средств защиты, обещанная оплата часто не соответствует действительности. Кроме того, все расходы на проживание и обучение вычитаются из зарплаты. Особая экономическая зона Алабуга в Татарстане, где расположен завод, ранее была известна как центр иностранных инвестиций. Но после начала широкомасштабного наступления в Украине она была переориентирована на выполнение оборонных заказов, включая производство дронов «Шахед». И, к слову, именно этот завод, скорее всего, и был атакован неизвестными, но добрыми дронами. Местные сообщают, в небе над регионом замечены не менее 9 дронов, направлявшихся в сторону объекта. Сразу после сообщения о возможной атаке аэропорты Нижнекамска и Казани экстренно остановили все вылеты и посадки, по данным Росавиации, для обеспечения безопасности. Тут следует сказать также, что объект находится на расстоянии 1200 километров от границы с Украиной. Официальных комментариев нет, но в сети пишут о взрывах после прилета дронов и, вероятно, о детонации на самом заводе. Погоня века в Татарстане. Парень на ярко-оранжевой десятке устроил такое шоу, что полиция, кажется, до сих пор не понимает, это было настоящее или фокус. Все началось как обычная попытка уйти от погони, но за секунду до задержания произошло невозможное. Машина разделилась на две, и обе продолжили ехать. Но магия не бесконечна, фокусника все-таки поймали, сейчас выясняют, кто он, зачем гнал и как вообще умудрился такое провернуть. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все, до встречи и хороших вам новостей.